Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел бы поделиться с вами рецептом или что я буду делать на ужин. У меня кусочки курицы, такие ножички курицы. Так что я подумал их проперчить, немножко подсолить, завернуть в бейкон и запекать в духовке. Так, давайте начнем. У меня копченый бейкон. Здесь 10 слайсов. Так что я попытаюсь завернуть 10 куриных ножичек. Таким образом. В первую очередь я хочу подперчить и подсолить немножко мои куриные ножки. Соли немножко, потому что бейкон уже соленый. Пользуйтесь своими специями, то, что вы любите. Я сейчас хорошо дам массаж этим ножичком, так чтобы приправы были везде. И тогда начнем сейчас заворачивать в бейконе. И сразу же мы поставим на противень. Оно будет выглядеть вот таким образом. И на противень сразу же. Итак, все у нас завернуто. Я все сложил на противень. У меня как раз было 10 слайсов бейкона и 10 ножичек. Так что как раз хватило. Для того, чтобы не пригорало и чтобы потом было легче мыть этот противень, я поставил еще бумагу тоже. Эти куриные ножички я сейчас поставлю в духовку на 180 градусов и будет готовиться до готовности. Время я вам не могу сейчас сказать, так как у каждого разные духовки с разной мощностью. Но я примерно думаю, что это будет 180 градусов на 30 минут. Каждые духовки разные и с разной мощностью, так что время может быть разное у всех. Но я буду держать до готовности и буду проверять время от времени. Как я вытащу, я вам скажу точно время, сколько у меня пошло в духовке. Так что с Богом! Итак, подавать я буду куриные ножички с салатом. Так как лето, ничего такого тяжелого не хочется, так что я сделаю легкий салат с капустой, с огурцом, помидором, пару яиц, заправлю майонезиком и немножко сметанки, перца и соли. Итак, что приступим. Я взял 2 яйца, так что они уже вареные. Я сейчас их очищу, нарежу и положу в миску. Итак, яйца я почистил. Я не знаю, если кто-то знает. Я где-то читал, и кто-то мне посоветовал тоже. Когда варите яйца, тогда добавьте немножко уксуса или лимонной кислоты в воду. И тогда яйца будут чиститься хорошо, как здесь, без всяких проблем. Все это мы добавим в миску. Теперь я добавлю 3 помидора тоже. Помидоры я порезал дольками, теперь тоже это в миску. У
У меня огурец большой, я половину этого огурца сейчас нарежу туда. Помидор тоже я нарезал дольками. Теперь я добавлю половину луковиц туда. Лук я порезал тоже. Все туда. Теперь я добавлю четверть капусты. Качан маленький. Капусту я порезал, а теперь я немножко помну и туда же в чашку добавлю. Итак, все мы порезали, все здесь в миске, теперь все это я перемешаю. Я добавлю пару ложек майонеза. И одну ложечку сметаны. Немного поперчу. И теперь все тщательно перемешаем. Я в летнее время предпочитаю салаты, чем другие блюда. Но я вчера был на YouTube и кто-то там, одна милая женщина сделала салат такой, что я сейчас повторяю. Я посмотрел, и было так настолько аппетитно, я решил попробовать тоже этот рецепт. Честно говоря, я ел что-то наподобие, но я никогда не добавлял яйца в такой салат с капустой. Соли я не добавлял, потому что майонез сам соленый, но я сейчас хорошо перемешаю. И посмотрю на вкусовые качества, если надо нам добавить немножко соли. Я точно надо соли. Все я перемешал теперь, и теперь я перенесу все в салатницу, чтобы красиво подать потом на стол. Вот такой салат у меня получился. Мой совет, что когда вы помешаете какой-либо салат, всегда ставьте постоять на пару часов. Не подавайте сразу, потому что салат должен немного пропитать все соки. Так что сейчас салат я намешал, я накрою и поставлю в холодильник, и как раз к ужину он будет готовый. Салат вот такой. Очень просто делается. И вкусный тоже. Попробуйте. Итак, наши куриные ножки были в духовке полчаса. Я их перевернул, оставил еще на 10 минут. И теперь я сейчас их вытащу и посмотрим, что получилось. Так что все вместе я держал в духовке 40 минут. Но я перевернул их один раз, тогда они со всех сторон красивые, румяные становятся. Вот что у нас получилось. Итак, сейчас я возьму одну ножку и посмотрю, чтобы она как следует все у нас прожарилась. Итак, проверим, что у нас получилось.
Так, посмотрите, все у нас прожарилось, все приготовилось хорошо. В духовке я держал эти ножки 40 минут. Так что 30 минут я держал, потом я их перевернул, еще оставил на 10 минут. Теперь я попробую на специи и на соль, как получается. Потому что я много соли не добавлял, потому что бейкон уже соленый придет. Вы знаете, насколько вкусно получилось, даже не знаю, что вам сказать. Я вам советую, попробуйте тоже сделать, вам понравится. Своим гостям, дома на ужин, что-то легкое. Так, теперь я сейчас переложу все это красиво на тарелочку, вытащу салат и покажу, что у нас в итоге получилось сегодня. Посмотрите, какая красота! Это просто прелесть. Сейчас я вытащу салат и покажу вам все вместе, как оно выглядит. Какой прекрасный ужин у меня сегодня получился. Я думаю, что моя семья будет довольна всем этим. Посмотрите. И курица красиво получилась, и вкусно приготовилась, и салат тоже свеженький. Итак, эта красота у нас получилась. Это шедевр, это как художество. Радуйте своих знакомых, друзей, свою семью. Это очень вкусно. Это можно подавать и на праздничные столы, а также и на ужин, как я сегодня сделал. Итак, на этой ноте я хотел бы с вами попрощаться. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Там будет много рецептов в будущем. И, может быть, какую-то идею сегодня получили. Порадовать свою семью, своих близких, знакомых, друзей. На этой ноте я хотел бы сказать вам, берегите себя, своих знакомых, своих близких, свою семью. И мирное небо всем нам. Пока-пока. До новых встреч!